Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же незнакомка в вас влюблена? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких же энергиях вы пребываете. А вы пока мне напишите в комментариях, какое у вас сегодня было настроение. Вот грустно, может быть, наоборот, у вас было классное, суперское настроение. Вообще, вот в каком настроении вы пребываете в последнее время? Вот напишите. Итак, в каких энергиях вы пребываете? Ух ты, вы настолько сейчас вот заняты, вот я бы сказала, заняты мыслью о том, что нужно как-то вот устроить личную жизнь. Вам настолько хочется вот именно встретить новую женщину, хорошую женщину, которую вы бы полюбили, она бы полюбила вас. Вот именно вот любовь у вас сейчас такая самая больная тема, потому что рядом женщины возле вас я не вижу. Та, с которой была, вы либо же не общаетесь, либо же очень редко общаетесь, и то это обмен какими-то недовольствами, колкостями, претензиями. Ну, то есть, вот эта женщина из прошлого, она абсолютно, ну, никакого удовольствия вам не приносит. Вам, может быть, даже от одной мысли о ней становится плохо. Вы, причем, вот посмотрите, у нас вот выпали, да, и король, и королева кубков. Вы настолько вот готовы, вот именно внутренне вы готовы и любить, и принимать любовь. Причем вот вы стоите вот на пороге новых каких-то начинаний, да, у некоторых может проигрываться это какая-то вот новая именно светлая полоса в жизни, потому что, ну, от черной как-то вы уже подустали, вам надоело уже нервничать, переживать, винить себя, может быть, даже, знаете, вот та же работа над ошибками, ну, как-то вы все равно сходитесь к тому, что ну, вашей вины особо здесь нет, да, вы что могли, то и делали. То есть вам уже хочется нового, чего-то нового, новых свершений. Плюс даже может еще проигрываться вот новые начинания. Это могут быть начинания в работе, это может быть какое-то вот именно новое дело, новый бизнес, может быть. Это и новые отношения. Вы вот реально на пороге новых свершений. Причем вот у нас выпал такой тандем, да, вот кубковый король-королева. То есть вы стоите вот в преддверии именно новой любви, новой взаимной любви. И вы очень сильно предвкушаете ее. Вам, знаете, вот такое ощущение, что вы настолько истосковались и по женской ласке, и вам хочется уже наконец-то получить ту же женскую заботу. Вам хочется просто, знаете, вот банальные вещи. Я вот перевожу, да, своим языком говорю. Банальные вещи, которые так важны и так нужны вам. Как любому мужчине хочется почувствовать себя нужным и любимым. Когда ты приходишь домой, да, и тебя ждут с горячим ужином. Когда ты приходишь домой, допустим, в плохом настроении, либо же у тебя проблемы какие-то, либо ты плохо себя чувствуешь, и ты знаешь, что у тебя есть надежный тыл. У тебя есть, пусть это хрупкое, но женское плечо, на которое ты можешь опереться, и в любой ситуации ты можешь и поделиться, ты можешь, ты можешь быть уверен, что тебя не будут клевать, да, что вот ты такой сякой, я же говорила, вот эти все штучки, которые так не любят мужчины, но так любят женщины, да, вот которые довольно часто вот опускают мужчину и не понимают, что они не поддерживают такими словами, а наоборот добивают. Поэтому вам так хочется вот ощутить именно вот этот хрупкий, надежный женский тыл. Я вас могу обрадовать, что вы, в принципе, уже вот-вот стоите на пороге перемен. Так. Итак, какая же женщина пришла к нам на расклад, которая влюблена в вас? Так. А знаете, эта женщина по судьбе.
Женщина, которая может даже заниматься магией. Пусть вас это не пугает, но она либо же сама вот владеет, либо изучает вот эзотерику, либо же она периодически похаживает к каким-то вот женщинам, да, которые профессионально этим занимаются. Эта женщина будет, знаете, вот довольно такая вот сильная по характеру, выносливая, вот именно сильная и выносливая. Я не могу сказать, что вот она какая-то там, ну, серая мышка такая, которая ничего собой не представляет. Нет, вот снова у нас туз кубков выпадает, да. Женщина эта давно в вас влюблена, да, у нас расклад о том, кто в вас влюблен. Но сначала она себя, вот какой-то период, она себя не проявляет. Даже сейчас вот она может не проявлять себя. Она, знаете, она с вами пересекалась. Причем еще может быть ситуация, что она вот вас, ну как жалела, ну мужчины не очень любят это слово жалеть, когда их жалеют, да. Но вот как-то вот вы пересекались именно когда вам было очень плохо на душе. Это мог быть просто разговор, где-то какие-то посиделки, да, где именно вот она, ну, своего рода утешала вас, да, вот по-женски просто, как-то вот либо словом добрым, либо советом каким-то, вот именно вот идет какое-то утешение. Вот настолько вам в тот период, когда вы пересекались, вам было очень комфортно с ней. Хотя тогда вы не рассчитывали вообще ни на какие отношения, вам было плохо. Вам было просто не до новых отношений. Но тем не менее, после того, эта женщина вами заинтересовалась. Вот заинтересовалась именно как человеком. Да? Мы сейчас не берем внешность, мы не берем фигуру. Да? Вот именно как человеком. Очень так как-то она прониклась и к вашей боли, она прониклась к тому, что вы ей рассказывали, да, это могли быть рассказы о своих каких-то страданиях, о своих переживаниях, о своих прошлых отношениях, то есть вы с этой женщиной поделились. Поделились, причем вообще без задней мысли. Я еще раз говорю, вы ее не рассматривали как свою какую-то партнершу, ну вам не до этого было. Но она очень сильно вами заинтересовалась, и она вообще вот, в принципе, да, вы периодически пересекаетесь с ней, но она не проявляет себя, вот она не делает никаких шагов именно вот как, знаете, вот женщина, которая хочет захватить, охомутать мужчину. Нет. Она очень себя ведет осторожно и деликатно, очень робко. Она к вам присматривается, в каком вы настроении, насколько вот вы готовы, открыты к новым отношениям. Она не будет в наглую флиртовать с вами. Она не будет в наглую приглашать к себе в гости. Это совершенно не тот тип женщин. Хотя она, в принципе, как я сказала, она довольно сильная по характеру. Она такая вот, ну, выносливая, как для женщины. Она силу воли имеет. Она очень такая вот, ну, надежная, что ли, да, вот, наверное, все-таки надежность ей присуща. Вот именно этим словом я бы ее описала. Она, так знаете, вот будет и дальше, вот какой-то период, она будет и дальше с вами так робко, ненавязчиво общаться. Так, что ее пугает? Давайте уточним, почему она себя еще не проявляет. Она не хочет, чтобы вы ее оттолкнули. Она не хочет вот разрушить именно вот ваш хрупкий мир, да, потому что может, смотрите, проигрываться, допустим, вы в разговоре упомянули бывшую с ней. И она не хочет, чтобы вот разрушить то, что еще не началось, да. Для кого-то это может быть непонятным, но вот я объясняю, да. Если бы она в наглую начала лезть, да, вот она видит, допустим, там, либо же по разговорам с вами, вот она понимает, что вы еще там бывшую не забыли, да, но это я говорю о том, что было вот раньше, когда вам было плохо. И если бы она со своей любовью начала проявляться, ну вы бы просто ее послали, да, то есть она бы разрушила таким образом все, да, еще не начавшись, она бы все уничтожила, и вы бы ее послали как-то культурно, и все. А здесь она заняла такую вот выжидательную позицию. Она очень ненавязчива, она настроена именно на сближение с вами, но на сближение
такое очень медленное, деликатное. Это делают обычно очень умные, мудрые женщины, которые не лезут в наглую к мужчинам со своими какими-то запросами, с желаниями, соблазнениями и так далее. Она понимает, что сейчас не время и не место, да? Так, у некоторых это проигрывается было в прошлом, я еще раз говорю, потому что расклад общий. Вы были в таком вот печальном настроении, вот именно когда вот вам было плохо, да, вот она как бы, ну, жалела своего рода, да, вот сочувствовала, советовала. У каждого это будет свой период. У кого-то это может проигрываться месяц назад, у кого-то это может быть там полгода назад. Ну, то есть вы пересекаетесь. Но это так, насколько такое ненавязчивое общение, что вы даже вот как-то и не подумали бы, что она чего-то от вас там хочет. Ну, я имею в виду любовный интерес. Так, вот она не хочет спугнуть. Так, что же будет дальше? Да, вот она именно выжидает. Вот она видела, она прекрасно видела, что вам было плохо, безумно плохо. Она заняла выжидательную позицию. Это такие робкие. Вот видите, я говорю, и снова то же самое выпадает. Очень робкие такие взаимоотношения. У нее, кстати, тоже очень много страхов. У нее за плечами много страхов, комплексов, разочарований. По поводу чего у нее? Ну, любви, да, по поводу того, что с ней могут поступить несправедливо, по поводу того, что ее могут обмануть, предать. Да, вот она очень такой преданный человек. У нее были отношения, которые были для нее очень важны. Но сейчас я не вижу, что она в отношениях. Поэтому смотрите, ребята, очень так она будет ненавязчива, но это будет именно та самая настоящая любовь, которую вы и хотите, и в то же время вы побаиваетесь, да? Вы побаиваетесь. Вот снова у нас выпадает любовь, да, карта любви, карта справедливости. Эта женщина, вот знаете, вот послана именно вот как самой судьбой, что ли, да? Послана судьбой именно потому, что вот вы заслужили такую женщину. Вот знаете, как будто там вот наверху сама Вселенная, вот высшие силы, они увидели, что вам плохо, да, что вот вы хороший человек, что ну не повезло вам в личной жизни, ну так сложилось, да, ну что теперь поделать. И они вот решили вот эту женщину послать вам просто для того, чтобы дать вам такой кусочек счастья маленький. Вот вы заслуживаете такой маленький кусочек счастья, такой маленький хрупкий кусочек в виде женщины. Поэтому, ребята, у кого будут такие взаимоотношения, не переживайте, не торопите события, потому что, я еще раз говорю, вы общаетесь, у вас очень ненавязчивое общение с этой женщиной. Это может быть где угодно, по работе, соседка, в компании, где угодно, да. Это общий расклад. Абсолютно она не будет торопить события. Она точно так же, эта женщина, переживает и сомневается. Она не хочет вас потерять. Она хочет, чтобы все у вас получилось, ну, взаимно, что ли, да. Вот она ждет, когда вы полностью откроетесь. Вот вы увидите ее, да. Увидите. Еще и как увидите, да. Причем вы ее представите потом со временем своим друзьям. Вы, ну, как бы похвастаетесь, что вот посмотри, какая у меня женщина, да, вот другу там, либо друзьям скажете. Поэтому она вот все-таки так очень постепенно, очень ненавязчиво, но она все-таки воплотит свою мечту в реальность. Вот именно отношения с вами, да, поскольку она давно влюблена в вас. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!